Финляндия продлила запрет на пересечение границы с Россией на месяц до 11 февраля. Страна полностью закрыла границу с РФ в конце ноября из-за резкого увеличения числа мигрантов. В создании очередного кризиса на границе власти подозревали Россию. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Украине не хватает средств, чтобы сбивать российские ракеты, а Медведев признался, что лупят всем подряд, кроме ядерных ракет. Причем использовались, как известно, разные носители. Плацдарм в селе Крынки стал одной из крупнейших ловушек для ВС РФ за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. Скандал в Грузии вокруг иконы с изображением Сталина. Ее облили краской, а тбилисская епархия уже требует переписать образ. По сути, сегодня это стало одним из главных вопросов, раскрывающих успех российской дезинформации в Грузии. Дорогие зрители, на фоне вы слышите протесты польской оппозиции. Партия ПиС вывела на улицы своих сторонников, поэтому заранее просим прощения за проблемы со звуком. Доброе утро! Украине не хватит никаких средств, чтобы сбивать огромные запасы ракет С-300, которые есть в запасе у России. Об этом заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона. Самым большими обстрелами сейчас подвергается Харьков, притом часто, чтобы спуститься в укрытие. У харьковчан есть считанные минуты. Напомню, в среду вечером 2 ракеты С-300 из Белгородской области прилетели по центру города, разрушили отель. Более 10 человек пострадали. Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які має Росія зараз на складах, у нас просто не вистачить жодних засобів. Тому кращий метод – це знищення саме цих пускових установок на території, звідки запускають ракети. Потрібно достатньо мати високоточне, потужне озброєння для того, щоб зменшити кількість саме тих батарей, дивізіонів С-300, які сьогодні Росія розташувала по передній лінії. Ми бачимо деколи у зведеннях, не деколи, часто ми бачимо у зведеннях, як звітує нам Генеральний штаб, що знищено там один комплекс, другий комплекс, пускова установка С-300 і так далі. Намагаються це робити також і пілоти ракетами ХАРМ на різних напрямках. Ну і також артилерія, безпілотники українські теж завдають ударів по засобах ППО противника. А засоби ППО, я маю на увазі С-300, С-400 – це те, що терроризует прифронтовые места сами зенитными керованными ракетами. КНДР использует Украину в качестве испытательного полигона для ракет, заявил представитель Южной Кореи в ООН. Северная Корея поставила России ракеты малой дальности, которые она использовала для атак по Украине в декабре и январе, сообщил постпред Южной Кореи в ООН Хван Джон Кук. Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину в качестве испытательного полигона своих ракет, способных нести ядерное оружие. Это бесцеремонное пренебрежение территориальной целостностью Украины. То, что Россия бьет по Украине всем, что у нее есть, признался и запасной президент Медведев. Замглавы Совбеза РФ похвастался на совещании с чиновниками. Единственное исключение составило ядерное оружие. Впрочем, вестник апокалипсиса в очередной раз пригрозил, читая текст с листочка, таким ударом. Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, разве что кроме ядерного. Украина продолжает укреплять границы. Строительство оборонительных линий на севере страны продемонстрировал командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. На видео видны траншеи, зубы дракона и колючая проволока. Несколькими днями ранее агентство Рейтер показало репортажи о строительстве оборонительных линий под Купянском Харьковской области. Эксперты агентства считают, что это может освободить часть живой силы с фронта, восстановить силы, а также защитить фланги в случае нового наступления ВСУ.
Все это делается, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем при росте угрозы прибудут дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции. Данные позиции производятся по типовой схеме. Корректировку вносят только особенности местности. Непосредственно каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом появляется система инженерных заграждений, как невзрывных, так и взрывных. Плацдарм в Крынках стал одной из крупнейших ловушек для ВС РФ за всю войну. Об этом пишет военный аналитик Бильд Юлиан Рёбке. Сейчас около 300 украинских солдат удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Площадь плацдарма составляет менее 1 квадратного километра. По подсчетам аналитиков, за время обороны Крынок уничтожены 153 единицы бронетехники ВС РФ, в то время как Украина потеряла 31 единицу. Чего россияне не понимают или не хотят понять? Они попадают в одну из самых смертоносных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов «Камикадзе», западной высокоточной артиллерии и средств РЭП они почти уже 3 месяца отбивают каждую волну российских атак. Таллин собирается выделить Украине помощь в размере 1,2 миллиардов евро в течение 3 лет для лучшего ее вооружения. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Украины, в свою очередь, отметил, что прекращение огня не приведет к политическому диалогу и будет выгодно исключительно России. По его словам, РФ не хватает вооружения, а прекращение огня позволит Москве восполнить запаси через Іран і Северну Корею. Пауза на полі бою на території України – це не є пауза в війні. Це не говорить про те, що це припинення війни, і це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось ще. Ця пауза буде тільки допомагати Російській Федерації. Чому? Тому що ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами, і з артилерією. Великий дефіцит. Не з ракетами, не випадковою. Йде великі закупки з Ірану, дрони, шахеди, а також вони домовляються про ракети, поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали кілька, вже більше мільйона артиллерийского снаряду від Північної Кореи. Нашумевший законопроект о мобилизации в Украине вернули на доработку в правительство. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Такое решение приняли по итогам закрытого совещания с военным командованием, в котором участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Украины Рустем Умеров и руководство Верховной Рады, а также главы фракций и комитетов. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. На Майдане Независимости в Киеве простились с украинским воином-поэтом Максимом Кривцовым с позывным «Дали». Ему было 33 года. Поэт погиб на фронте 7 января вместе со своим рыжим котом. В конце прошлого года он издал сборник «Вирши Збійниці», который признан одной из лучших книг украинской поэзии. В соцсетях погибший герой постоянно публиковал, как читает свои или чужие стихи на линии фронта. Вот один из них авторства украинского классика Василія Стуса. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо, уздрів і скляк блукало в тому полі, 100 тіней в полі синьому, як льон.
Скандал в Грузии вокруг иконы с изображением Сталина. В кафедральном соборе Тбилиси выставили изображение святой Матроны Московской, на которой изображен советский диктатор. Патриархия Грузии потребовала переписать икону, убрав с нее эпизод со Сталиным. Там подчеркивают, что на иконе может быть изображен не только святой, но и любой, связанный с его жизнью человек, включая правителей. Впрочем, это не означает, что икона прославляет этих лиц или приписывает им какое-либо достоинство. По сути, сегодня это стало одним из главных вопросов, раскрывающих успех российской дезинформации в Грузии. Потому что способ, с которого российская дезинформация и ее метастазы используют образ Сталина и более широкое советское прошлое, если хотите, является довольно успешным. И успех, которого они достигли, довольно легко измерить. Президент Польши Анджей Дуда начал процедуру помилования экс-главы МВД, членов партии ПиС Мариуша Каминского и его заместителя Мация Вонтика. В минувшую среду их арестовали прямо в президентском дворце. В декабре чиновников повторно осудили по делу о злоупотреблении полномочиями. Впервые Каминскому и Вонтику вынесли приговор в 2015 году, но тогда Дуда помиловал их. Президент и сам был членом партии «Право и справедливость». После парламентских выборов и избрания нового премьера Туска, оппозиционного к ПиС, страну сотрясают ряд скандалов. В Варшаве сторонники партии провели масштабный антиправительственный митинг. Как это было, смотрите далее в нашем эксклюзиве. A przecież ona biało-czerwona i jej nam służyć. Nie podradza nic obrony granic w wichrze i burzy. I to pamiętać, że Polska święta od chrztu jej trwanie. Różaniec w dłonie i krzyża bronić, po życia graniec, po życia graniec. Polsko moja kochana, tyle dałaś z siebie, dzielności, krwi, ryzyka, niedościgłych wzorów. Tylu świętych i prawych w ziemi się kolebie, wielu zdeptanych butem łotrów bez honoru. A przecież ona biało-czerwona i się nam służyć. Nie poddać za nic oburzonych granic w wichrze i burzy. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!